Поговорим о том, почему я не верю в Бога. Недавно мне в рекомендациях попалось почему-то видео, в котором некий индивид рассказывал о том, почему он верит в Бога. Конечно, доводы с его точки зрения, обосновывающие существование Бога, он приводил, мягко говоря, нелепые. Видимо, потому как сама идея существования Бога нелепа. Но почему-то никто в русскоязычном сегменте интернета не расскажет, почему он не верит в Бога. Или большинство людей в русскоязычном интернете верующие, что ли? Допустим, я считаю само по себе идею существования Бога довольно нелепой, но зачем мне рассказывать о том, почему я не верю в Бога? Мне вообще не интересна религия и ее основополагающая идея существования Бога, потому как это все ориентировано, так скажем, на людей с довольно низким уровнем мышления. Вообще, вам не кажется странным то, что раньше компьютеры были размером с дом, сейчас же компьютеры помещаются на ладони, и при этом люди до сих пор верят в Бога? Притом эти же люди пользуются этими компьютерами, как будто бы изобретатели смартфонов просто помолились Богу, и у них получилось создать их. Не слишком ли это лицемерно пользоваться плодами этих высоких технологий и при этом строить высокомерное выражение лица лишь потому, что ты веришь в какого-то Бога? На самом деле высокомерие верующих связано с тем, что сама психологическая структура веры означает лишь единственную возможность тешить себя иллюзией собственной значимости уже только по факту того, что ты веришь в существование некоего Бога, о всемогуществе которого твердят на каждом углу. Почему же я не верю в Бога? Мой случай отношения к идее существования Бога на самом деле не связан ни с верой, ни с верой, ни с отсутствием веры. Мой случай отношения к идее Бога лишь означает мою реакцию на происходящее. Я считаю, что идея Бога вообще не заслуживает того, чтобы к ней как-то относиться как к таковой. Ведь с моей стороны это всего лишь реакция на происходящие в обществе процессы. Я не считаю, что мою точку зрения нужно воспринимать как некую критику идеи Бога, ведь нет смысла критиковать то, что само по себе абсурдно. И было бы как минимум неправильно со стороны верующих видеть в моих словах попытку сломать их картину мира, потому как если их картина мира действительно является для них существенной опорой, то мои слова никак не могут повлиять на них. Я думаю, что агрессивная реакция со стороны людей, воспринимающих некоторые высказывания как критику, является проявлением их сомнения в принципах, составляющих их мировоззрение. Ведь если бы их вера была бы действительно сильна, то и реакции никакой бы не последовало. Ведь ведь с моей стороны нет никакой попытки расшатать их мировоззрение. То есть человеку, если его позиция относительно чего бы то ни было достаточно обоснована, в первую очередь для него самого, то ему не нужно искать дополнительного ее подтверждения вовне. Идея же, не подкрепленная никакими объективными факторами, обречена быть подверженной критике, пусть даже и ненамеренной. Если носители этой идеи попытаются навязать ее людям, у которых есть мышление. Вообще критика является не плодом критического мышления, а свойством мышления как такового. То есть критика не обязательно является намерением мышления, а это реакция мышления на раздражитель.